Всем привет, добро пожаловать на новый выпуск подкаста Russian Progress. Меня зовут Артем, и я записываю эти выпуски для тех, кто изучает русский язык. Здесь процесс изучения проходит натуральным способом, то есть вы просто слушаете все то, что я говорю, и магическим образом вы запоминаете все грамматические конструкции, лексику, произношение, вообще все то, что вам необходимо знать в языке, вы запоминаете, и надеюсь, что это тоже интересно. Если вы не учите русский и слушаете этот подкаст, то мне тоже очень приятно. Сегодня я расскажу вам о своем 2020 году. Да, я немножечко опоздал, но зато я довольно-таки хорошо отдохнул, и сейчас с полными силами возвращаюсь к работе, к записи этих выпусков, к записи видео. Если честно, я не могу сказать, что это прям для меня работа какая-то, но все равно это требует определенных усилий, просто сесть, заставить себя записать выпуск. Причем я записываю его не с первого раза, если вы думаете, что то, о чем я сейчас говорю, это все вот так с первого раза, то нет, ребята, я, наверное, уже с 10-го раза это записываю, потому что говорить это нелегко, это то, над чем надо работать, и, как вы знаете, я изучаю иностранные языки, но для меня было открытием, опять же, в 2020 году, что работать над своим родным языком это тоже требует немалых усилий, усидчивости и реальной прям работы. Так что это круто, что у меня есть такой подкаст, есть канал, где я могу практиковать свой русский и в том числе учить вас. Итак, сегодня я расскажу вам о своем 2020 году и да, каких целей я достиг, чего я не достиг. Кто-то из вас, возможно, знает, что у меня была цель прослушать 100 аудиокниг. Я вам расскажу, получилось у меня это или нет. Вот. О чем еще мы поговорим? Мы поговорим о том, как, наверное, коронавирус на меня повлиял, ну, вот этот карантин, вся вот эта ситуация, как обстояли дела в России с этим, ну, и вообще что изменилось, не знаю, о том, как я путешествовал в 2020 году, потому что по России можно было путешествовать. Ну, в общем, обо всем, что было в 2020 году. И по ходу, пока я буду вам рассказывать, если вы смотрите это на YouTube, то я буду вставлять видео из своих каких-то путешествий за 2020 год или просто из каких-то мест, в которых я был. Так что давайте-ка начнем. Выпуск будет огромный, так что если вы не хотите смотреть этот выпуск, который продлится неизвестно сколько, вы можете послушать в его формате аудио в любом приложении для подкастов. Просто зайдите в подкасты, введите Russian Progress, и там вы его найдете. Ну и на этом, наверное, введение подходит к концу. Сейчас я хотел бы поблагодарить ребят, которые поддерживают проект на Патреоне. Для меня было большим сюрпризом и очень приятно, что в этом году уже подписалось на Patreon Russian Progress 15 человек. И я хотел бы просто поблагодарить вас. В общем, в этом году я буду, наверное, упоминать вот всех новых людей, кто подписывается, и если вы хотите там какой-то привет передать или какое-то сообщение, то пишите, я это прямо в подкасте буду все читать. Итак, первый у нас человек, который подписался в этом году, это Ребекка, потом Даниэле, Джу, Кароль, Химена, Джин, Магдалена, Морис, Эмиль, Эндрю, Макс, Рикардо, Флорен, Виктория, Лука. 15 человек, это очень круто. Ну и опять же, не будем забывать, что уже на Патреоне 163 человека, и мне вообще сложно в это поверить, потому что я помню, когда я года 2 открывал Patreon, проходило несколько месяцев, у меня было там, ну, год, на самом деле, вот я точно скажу, что после первого года у меня на Патреоне было 30 человек, и сейчас 160, 163, и каждый день практически люди добавляются. Это очень круто. Надеюсь, контент, который там есть, вам нравится. Любая обратная связь приветствуется. Пишите,
Я, в общем, стараюсь эти материалы сделать максимально крутыми, качественными. Ну и хотел бы анонсировать, что для тех, кто не знает, на Патреоне есть Extra Podcast, эксклюзивный подкаст для тех, кто поддержит проект. И там я, как правило, объясняю сложные какие-то слова из основного контента, либо бывает такое, что я в основном выпуске что-то забыл сказать, и там я могу дополнить основные выпуски. В общем, если вы хотите получать вдвое больше контента, то заходите на Patreon, подписывайтесь на Extra Podcast, и у вас также будут транскрипции, вам будут доступны транскрипции, ну и все основные бонусы. Так что спасибо, что поддерживаете. Ссылка на транскрипцию к этому выпуску тоже будет в описании. Так что заходите, и буду рад вас там видеть. А мы начинаем наш выпуск. Итак, 2020 год. Для начала я хотел бы сказать вообще, что я планировал сделать в этом году, какие у меня были цели. Ну, у меня была цель такая — прочитать 100 книг. Ну, точнее, аудиокниг, потому что я уже пробовал читать книги, и это совсем не мое. Ну, в том плане, что я никогда особо книги не читал, мне это не очень нравится. Особенно сейчас, когда мы постоянно потребляем видео, контент или просто смотрим какие-то изображения. Работать с текстом практически уже нереально, и я не исключение, поэтому, ну, единственный вариант, который я для себя нашел оптимальным, это аудиоформат, потому что для меня это не так сложно. Часто, когда я говорю, что я слушаю аудиокниги, мне люди говорят, что нет, я вообще не могу, мне аудиокниги не нравятся и так далее. Мне кажется, это просто дело привычки, это дело навыка. Ну и я развил этот навык, потому что все языки, которые я выучил или изучал, это было посредством аудирования. Я только благодаря этому смог их выучить, потому что у меня никогда бы не хватило усидчивости вот так вот сидеть за столом и учить какие-то правила, какую-то грамматику, какие-то слова. Я это делал все на ходу, когда я гулял, изучал места, города и просто слушал. Конечно, первый, там, наверное, год я учился концентрироваться, не отвлекаться, но в целом сейчас мне несложно слушать и одновременно гулять по городу, смотреть, просто, ну, замечать все то, что происходит вокруг, и при этом концентрироваться на контенте. Так вот, аудиокниги. Сколько я прослушал аудиокниг? В итоге я прослушал 30 аудиокниг, что довольно-таки далеко до 100, и, наверное, мне должно быть стыдно, но, с другой стороны, я подхожу к этому так, что в прошлом году у меня была цель прослушать 10 аудиокниг, и угадайте, сколько я прослушал. Я прослушал 3 аудиокниги, поэтому, в принципе, я доволен результатом, потому что, ну, согласитесь, прогресс в 10 раз — это неплохо. Я, конечно, не люблю вот такое, типа, более-менее, хотя бы 30. Было бы круто, конечно, 100, но основная проблема была в том, что я очень много распылялся, это, в принципе, моя главная проблема, то, что мне сложно заниматься продолжительное время чем-то одним. Я вообще не понимаю, как я выучил языки, несколько языков, потому что, ну, реально, я не могу заниматься чем-то одним долгое время. И вот с аудиокнигами было то же самое, но, тем не менее, мне удалось прослушать столько же аудиокниг, сколько я прослушал, наверное, за всю свою жизнь до этого года. Короче, это реально, то есть для меня, вот если не говорить там, ни с кем не сравнивать себя, то есть для меня это большой прогресс, это не достижение, это не... То есть я не достиг своей цели, по сути, я потерпел неудачу, но, тем не менее, довольно-таки неплохо, я считаю. Вот. Чему меня научили эти аудиокниги? Ну, во-первых, тому, что получать информацию из книг — это не так сложно. Реально можно стандартную обычную книгу слушать там где-то 3 дня, если, ну, делать это час утром, час вечером, то, ну, где-то за 3 дня вы любую книгу прослушаете.
что говорит о том, что, в принципе, 100 книг прослушать это реально. Просто бывали месяцы, у меня было там, по-моему, 2 месяца, когда я вообще ничего не слушал, и бывали месяцы, когда я там одна аудиокнига, а бывали месяцы, когда я слушал 12. Короче, если более регулярно к этому подходить, то 100 книг — это вполне реально. Что необходимо? Нужно ставить не цель 100, не нужно ставить цель 100 книг, а нужно поставить цель, допустим, слушать каждый день час или 2 часа. И все, и тогда вы сами не заметите, как вы придете к такому числу. Вот это то, что... Что такое? Сири? Сири, ты мне не нужна. Так, Сири. Тихо. Прошу прощения, Сири что-то тут захотела от меня. Короче, с аудиокнигами, ну, я надеюсь, вы поняли. В общем, это классно. 30 аудиокниг, при условии, что я забивал на это все, очень так неосновательно подходил. В итоге, что я хочу сделать в новом году? Не хочу ставить никаких рамок, никаких там целей. Просто буду стараться регулярно слушать, хотя бы каждый день, концентрироваться не на цели, а на действии, на том, чтобы каждый день слушать хотя бы час. Вот. Это что касается аудиокниг. Запишу еще, если вам интересна эта тема, подкаст о том, как слушать аудиокниги, что слушать, где и так далее. В общем, тема тоже интересная. Ну, давайте-ка перейдем дальше. Какие еще у меня были цели? Если честно, я не помню, я не смотрел тот выпуск, но, наверное, у меня были какие-то цели финансовые, как-то уже создать какой-то фундамент для проекта, потому что в начале года я помню, что проект мне не очень-то много и приносил, ну, то есть практически ничего. Единственное, что позволяло мне как-то оставаться на плаву, это занятия, я преподавал, ну и сейчас, в принципе, тоже преподаю. Ссылочка на запись ко мне на занятия и к занятия к другим преподавателям в описании, потому что я добавил также еще одну бизнес-нишу в этом году, это других преподавателей, которые тоже преподают, так что вы можете заниматься теперь не только со мной, но и с другими ребятами, с носителями языка, и это круто, то есть я вообще сторонник того, чтобы как-то диверсифицировать источники дохода, и вот мне эта идея очень нравится, и в этом году как раз я смог немножечко, разнообразить вот эти источники дохода. Ну, давайте поговорим про Patreon. Patreon очень сильно вырос за этот год. Я помню, что в начале года было где-то $300, сейчас около $900, и это очень здорово, это офигенно. То есть сейчас мне, в принципе, хватает денег на то, чтобы, производить вот все то, что я делаю, не только самостоятельно, но и на то, чтобы часть работы делегировать, транскрипции, например, я сейчас не пишу уже транскрипции, субтитры, и переводы, которые есть на Патреоне в транскрипциях, они тоже делаются уже носителем английского языка, который знает русский. Поэтому это круто, то, что я могу делегировать часть работы, которая мне, не так очень нравится, и могу жить, могу путешествовать, могу, в общем, покупать какие-то гаджеты, в общем, в этом году в плане доходов у меня ситуация улучшилась. Я стал больше преподавать, особенно вот когда ввели карантин, первая волна, когда была, ко мне записались новые ребята. Если слушаете, Крис, Андреас, передаю вам привет, потому что с ними мы занимались каждый день, просто каждый день в течение нескольких месяцев, и это тоже было круто, учитывая, что я сидел дома и, практически никаких не было расходов. Ну и также я создавал больше контента, больше работал, и как-то дела пошли в гору. Короче, мне грех жаловаться на 2020 год, в этом плане это самый продуктивный для меня год. Ну и также не будем забывать, что в этом году я немало попутешествовал, я очень много поизучал Россию, поездил по многим городам. В сумме
я делал список городов, которые я посетил, и сейчас я уже посетил 39 городов. То есть в сумме из всех городов, которые есть, в сумме, то есть все города, которые я посетил в России, их 39. И новых в этом году было, по-моему, 17. 17 городов я посетил. Почему я вообще путешествовал, как это было возможно? Ну, давайте я вам, наверное, поэтапно расскажу. В общем, как у нас было в 2020 году с карантином. Когда пришла первая волна, поначалу, ну, она охватила... Первая волна коронавируса охватила сначала Китай, потом охватила Европу, и потом потихонечку добралась до России. Когда это все дело дошло до России, мы все были испуганы, мы все, в общем, соблюдали меры социального дистанцирования и ношения масок, и была такая напряженная ситуация, но на самом деле это было что-то новое. Не хочу, чтобы это как-то прозвучало негативно по отношению к людям, которые пострадали в этом году, но ну, как бы у меня было все окей, и просто это был как бы новый этап, что-то новое совершенно. Я не воспринимал это как какой-то кошмар. Опять же, мне очень повезло, но я про то, что я просто спокойно это воспринял, что окей, все, мы сидим дома, мы, там, не знаю, соблюдаем эти меры, и все, я сконцентрировался на проекте, я как бы ничего особо, ну, никуда особо не выбирался, ездил на велосипеде, и все, это была первая волна, вот у нас было так. Потом летом были послабления, и уже можно было, ну, ездить, немножечко перемещаться, и тогда я рванул в Петербург. И, кстати, хотел бы обратиться к своим друзьям, благодаря которым мой карантин был не такой ужасный. Марк, Женя, Дима. Было очень круто ездить с вами в Томск и в Кемерово, и по Новосибирской области. Вот, если вы слушаете, то обязательно дайте мне знать, потому что я знаю, что некоторые выпуски вы слушаете. Ну, в общем, да, это было круто. Потом я поехал в Питер. В Питере я уже чувствовал себя более свободно. Здесь уже... Я, кстати, сейчас в Питере. Здесь более такие, ну, скажем... Ну, здесь не так строго. Я почему-то вот обратил внимание, что в Питере как-то не строго во время всей пандемии здесь не было каких-то супер строгих радикальных мер, что было в Москве, например. То есть в Москве вводили пропуска, в Москве был там определенный график, расписание, когда ты можешь выходить. Короче, вообще полный кошмар. А в Питере все спокойно, даже маски не обязательно было носить до определенного момента. Ну, сейчас, в общем, в России такая ситуация, что ты можешь по улице ходить без маски, а в помещении в маске. Это, в принципе, все, что касается ограничительных мер. Поэтому летом я расслабленно себя чувствовал, катался на велосипеде, в принципе, забыл про то, что есть какой-то коронавирус, все было нормально. Также ко мне приезжал Дима, с Димой тут, в общем, показывал ему город, изучали город, видео записывали тоже, 5 плюсов и минусов Петербурга. Потом отец меня позвал в Крым. И тут началась вот это просто вырвалось мое желание путешествовать, потому что я человек-крайность. Я либо не делаю вообще никак, либо делаю на все 100%. И если в первую половину года я не путешествовал, я сидел дома, я нигде особо не был, то во второй я просто оторвался по полной и посетил вот эти 17 городов, и это только новых. Я был еще в городах, в которых уже был, и в сумме я думаю, что это около 25 городов минимум, 25-30 городов, которые я посетил вот в этом году в России. Так вот, отец позвал меня в Крым, я поехал в Крым,
В Крыму вообще абсолютно никакого коронавируса не было, то есть никаких масок, ничего. Он, конечно, вот был, но отношение людей такое, что, ну, типа, его нет. И там я посетил несколько городов: Симферополь, Севастополь, Евпатория, Феодосия. Было очень круто, интересно. Я лучше понял, что такое Россия, как она работает, потому что, ну, примерно представляешь, наверное, по рассказам людей, что было в Крыму до России и что в ней сейчас. Россия стремится постоянно к каким-то реновациям, постоянно что-то переделать ей нужно. И это очень ярко видно в Крыму, потому что, мне кажется, на Украине там, ну, как-то больше сохраняют историю, сохраняют все то, как оно есть, и не стремятся как-то радикально все переделать. А вот в России как-то это по-другому работает. Ну и все, я был в Крыму, потом поехал в Питер через города Волги. Волга — это река, и вот по этой реке я поехал, ну, в смысле, не по самой реке, а вдоль нее поехал автобусами, поездами. Сначала в Ростов-на-Дону, потом в Саратов, потом в Самару, где еще я там был, в Волгограде. В общем, вот эти города посетил, и когда доехал до Самары, я думаю, да, когда я доехал до Самары, я понял, что дальше ехать на север уже нет смысла, потому что начинаются холода, начинаются дожди, ну и я подумал, что стоит, наверное, поехать на юг. И тут я взял билет, это был сентябрь, я взял билет до Краснодара и там забронировал жилье себе на месяц. И жил там месяц, просто кайфовал. Ну, первые 2 недели я ничего не делал, просто гулял, размышлял, думал о жизни, что я делаю, куда я иду. Ну, потом я разобрался, в принципе, и тот момент, когда я разобрался, вот это касается также и проекта, это когда я обозначил вообще, для чего, что я делаю и для чего. Ну и тут у меня 2 цели, связанных с проектом, которые я тогда себе обозначил. Это делать изучение русского языка проще и интереснее, и просто чтобы люди узнавали о русскоговорящем мире. Не только о России, а о других русскоговорящих странах. То есть я хочу вот заниматься этим, как-то рассказывать людям, которым это интересно, и, возможно, развеивать какие-то стереотипы. Вот, когда я это понял, я начал более основательно заниматься проектом. Октябрь был очень продуктивный месяц, когда я много контента опубликовал, когда я хорошо себя чувствовал, я начал заниматься спортом. Ну и, в принципе, наверное, такой теплый климат очень благоприятно на меня влияет. Вот, но в определенный момент у меня кончилось... Что у меня кончилось? У меня кончилось проживание мое. Ну, я подумал, окей, не буду дальше тут жить, поеду в Питер. Там какие-то дела у меня были, поехал в Питер. И потом, спустя там что-то несколько дней, я понял, что нет, в Питере ужасно, ужасный климат, мне тут некомфортно. Я поскорее... И, в принципе, у меня всегда такие ощущения, если я в Питере не летом. То есть вот сейчас, например, тоже у меня тут есть дела по квартире, нужно кое-что сделать. И я жду момента, когда я все это доделаю, чтобы поехать уже куда-нибудь на юг, в теплое место. Ну и вот, короче, я собрал свои вещи и поехал в Новосибирск. Но не просто в Новосибирск, а через Екатеринбург и Челябинск, потому что в этих городах я не был, они очень на слуху в России, ну, по крайней мере, Екатеринбург. И я просто туда поехал, чтобы... ну, увидеть что-то новое, и мне на самом деле очень понравился этот город. Всем настоятельно рекомендую посетить Екатеринбург, ну, и особенно летом. В принципе, зимой мне тоже там понравилось. Очень много интересной архитектуры, конструктивизма много старого, есть даже брусчатка в самом центре, есть трамваи, есть классные смотровые площадки с 50-го этажа. Ну, в общем... классный город, интересный, живой, молодой, и я думаю, что летом обязательно туда поеду. Челябинск тоже... В Челябинск интересно было заехать, но не сказать, что он мне понравился. Там круто было встретиться со знакомыми. Вот. И все, пару дней там побывал и поехал в Новосибирск. В Новосибирске я был, по-моему, месяц. Месяц я там находился...
почему я там находился? Просто я хотел, наверное, зиму провести в Новосибирске, но я понял очень быстро, что а, понимаете, просто когда вы находитесь в теплом климате, вам почему-то хочется снега, а когда вы находитесь в зиме, вам хочется в лето. То есть, ну, в принципе, это довольно естественно, я думаю. Ну и поэтому я хотел поехать в зиму, но после, там, буквально нескольких дней я понял, что нет, зима — это вообще совершенно не мое, и именно сейчас я понимаю, что зима — это вообще не мое, это не про меня, я хочу жить в тепле, я гораздо более эффективен, продуктивен и счастлив, когда я вижу солнце, когда я вижу ясное голубое небо, зелень, в общем, когда тепло, вот это мне нравится. А холода вот эти, когда ты напяливаешь на себя кучу всяких одежд, когда ты выходишь, тебе все равно что-то поддувает, как-то холодно, в помещении тебе жарко, я это просто ненавижу и вообще не понимаю, как можно жить в таком климате. Короче, я был в Новосибирске примерно месяц, ну и потом я подумал, а почему бы не поехать в Сочи? В общем, ребята, место на телефоне кончилось, и мне пришлось переносить этот огромный ролик на планшет, и пока я это делал, уже стемнело, но ничего, давайте-ка продолжим. Я говорил про Сочи, и да, я поехал в Сочи, и это было одним из лучших решений за этот год. Опять же, наверное, в этом году я понял, насколько важен теплый климат, и там я находился в середине ноября и в середине ноября, в начале декабря, и там было плюс 15 градусов. Вообще Сочи — это такой город, где свой микроклимат, это самый теплый город России. Когда я там было плюс 15 градусов, там светило солнце, вообще там очень много зелени, очень приятный воздух, море, горы, то есть он такой город сам по себе рельефный. В общем, там реально очень круто. Единственное, там не очень много истории, исторических зданий довольно-таки мало. В основном это всякий самострой, не очень качественные всякие дома. Но в целом из-за природы этот город мне очень нравится. Так вот, я там был 2 недели, прекрасно провел это время. И потом я поехал в Новосибирск праздновать свой день рождения и встречать Новый год в кругу семьи. Кстати, по поводу дня рождения, мне исполнилось 27 лет, я уже взрослый, уже давно взрослый, и даже не знаю, что сказать по этому поводу. В принципе, я не ощущаю, что мне так много лет. Когда-то в детстве я думал, что 27 лет или там 25 даже, это все, ты уже старый. Но сейчас, да, конечно, я понимаю, что годы уходят, но, в принципе, я доволен тем, к чему я пришел в свои 27 лет. Я во многих отношениях независим, я могу путешествовать, когда я хочу, я могу, не знаю, работать, заниматься любимым делом, знаю там языки, ну, в целом, то есть я не считаю, что я просрал все это время, хотя я мог бы, наверное, раньше начать заниматься и каким-то саморазвитием, и проектом. Я, в принципе, до 18 лет, до 19 даже, я не изучал вообще никаких языков, ничем не интересовался, я просто гулял, и все. То есть я даже не учился нормально. Короче, ну вот реально, до 18 лет я потратил свое время. Хотя я не люблю вот так смотреть на свое прошлое, как потратил. Наверное, без каждого элемента я не был бы тем человеком, которым я сейчас являюсь. Но это не про то, что я прям уже чего-то многого достиг, но просто я доволен, в принципе, своей жизнью к 27 годам. Поэтому, окей, мне 27 лет, зато в армию теперь меня не заберут. Вот, это несомненный плюс. В России призывной возраст с 18 до 27, и мне теперь 27 лет, так что все отлично. Что там дальше было? Ну вот, день рождения с близкими людьми, потом Новый год, и потом я на самом-то деле не очень
классно провел это время не в плане того, что я был в Новосибирске, и то, что я был с близкими, это было на самом деле очень круто, а в том плане, что я очень сильно расслабился, я ложился очень поздно, просто в 6 часов ночи, ну, опять же, это потому что было новосибирское время, я привык к московскому уже, но все равно это довольно поздно. Я ничего не делал, я никак себя не ограничивал, залипал на Ютубе просто часами, в Инстаграме, ел сладкое. Ну, то есть я превратился в такого вот безвольного абсолютно человека, который просто следует каким-то своим желаниям. И в итоге, наверное, это отчасти спровоцировало то, что у меня в начале этого года начались такие небольшие проблемы со здоровьем. Ну, скажем так, мне нельзя есть много сладкого, я об этом забыл, и в итоге я сладкого переел, и у меня это спровоцировало аллергию, у меня все тело покрылось красными точками. Ну, в общем, сейчас уже все в порядке, но, короче, это про то, что нужно как-то себя ограничивать, и ограничение вообще это путь к развитию, я считаю. Ну и что еще могу сказать? Год, давайте как-то резюмирую, наверное. На самом деле год был интересный, год был для меня лично неплохой. Мне повезло, я благодарен, что сложилось именно так. То есть я в том плане, что я не болел, и мои близкие не болели. Я был свободен, в принципе, большую часть времени я не чувствовал каких-то ограничений сильных. И в этом плане мне очень повезло, то, что я оказался в пандемии в России. И об этом я тоже хотел еще вот до того, как думал записать подкаст, хотел сказать, что вообще, не буду говорить за всех, но я сам как бы критикую во многих отношениях власть и недоволен многим, что происходит в России, но вот подход к коронавирусу, к пандемии в России мне очень нравится, потому что он не какой-то такой прям супер строгий. Ты можешь перемещаться по России, ты можешь ходить по улице без маски, тебе никто не выпишет штраф. Ты можешь, ну, в помещении ты, конечно, надеваешь маску, но даже в помещении, если ты находишься без маски, никто, опять же, не подбежит и не выпишет тебе штраф. Здесь две стороны медали, отчасти это хорошо, то, что ты чувствуешь себя более комфортно, более свободно, как будто на самом деле ничего не происходит ужасного, но, с другой стороны, конечно, это, наверное, и привело к тому, что мы сейчас на 3-м месте по статистике, в общем, по коронавирусу. Я говорю субъективно за себя, я, в общем, доволен мерами, которые были предприняты. У нас, получается, были строгие ограничения только в период первой волны, во вторую волну ограничений не было, точнее, летом ограничений не было, потом, когда пришла вторая волна, ограничений, опять же, нет строгих, то есть это не собираться, не носить, то есть, наоборот, носить маски, и все, а так перемещаться можно, и в целом, поэтому для россиян, наверное, 2020 год, ну и для меня, не был каким-то вот, ну, ужасным. Для меня это был год путешествий, это был год развития. Я очень благодарен, что опять же, моя деятельность, она в интернете, и, опять же, я задумался о том, что наверное, подобное теоретически может произойти и в интернете, поэтому нужно всегда думать о каком-то плане Б, о том, чтобы иметь возможность зарабатывать деньги и в онлайн, и офлайн. Так что, да, этот год заставил тебя задуматься о многом. Ну и все, я не знаю, что еще сказать. Сейчас я понимаю, насколько важно здоровье, особенно вот эта аллергия, она у меня была довольно-таки тяжело, я ее переносил. Ну и в этом году я хотел бы прежде всего обратить внимание на свое здоровье, заниматься своим здоровьем, обращать внимание на свое здоровье, заниматься спортом, чувствовать себя хорошо не только в плане физическом, но и в плане ментальном. Ну и вот это то, чем я хотел бы заниматься в 2021 году. Каких-то глобальных целей я не ставлю, я
наверное, поставлю их чуть позже. Не знаю, буду анонсировать или нет. Но, в принципе, все нормально, все окей, идем дальше. Хотел бы, наверное, в 2021 году еще поехать в Европу, если границы откроются, если появится такая возможность. Сейчас думаю о том, чтобы поехать пожить некоторое время в какой-нибудь из южных стран Европы, Италия, Испания. Из городов меня привлекают Барселона, Мадрид, Милан, Рим. И было бы здорово там пожить, потому что в России я уже много где был, пожил в южных городах, в большинстве южных городов был. Так что сейчас моя цель — это поехать куда-нибудь в Европу, посмотреть, как там, ну и все, заниматься дальше проектом, развивать проект, развивать Patreon. У меня большие планы на Patreon, хочу больше контента там публиковать и достигать больших бюджетов, чтобы, и также развивать проект, что-то более глобальное делать, обновить сайт. Так что, ребята, заходите на Patreon. Ну и на этом, наверное, на сегодня все. Спасибо, что дослушали. Если вам нравится то, что я делаю, то пишите об этом. Мне очень приятно читать в Инстаграме или где-нибудь ваши отзывы. Ставьте лайки. Ну и всего вам хорошего в новом году. Главное — это здоровье. Второе — путешествий. Побывать в России, чтобы вы понимали, что вы не зря учите этот язык, чтобы вы как-то ощущали, что есть в нем какая-то польза, какая-то прикладная функция. Ну и что еще сказать? Спасибо, что слушаете, и мы с вами услышимся в новых выпусках подкаста Russian Progress и в новых видео. Всем пока!